Всех приветствую! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня я работаю вот с этой простеганной заготовкой. Большая часть середины заполнена лоскутами с преобладанием зеленого цвета, а с коротких сторон лоскуты голубого цвета различных оттенков. Среднюю часть заготовки простегала продольными строчками, а по голубому – горизонтальными. Цвет ниток использовала в тон лоскутов, лоскуты раскладывала на основе из плотной ткани. Надо учесть, что при стежке ткань сильно приусаживается, поэтому размер основы брала с запасом примерно на 3 см больше по ширине и по длине. При стежке использовала органзу, цвет, конечно, сильно приугас, такой запыленный получился. Сейчас я обрежу края по нужному мне размеру. Так, ну и вот размер заготовки 52 на 36. Подкладка такого же размера, как основная деталь. Я складываю ее пополам и примерно вот на это место я должна пришить карман. И вот карман пришит. Я сделала 2 отсека. В один можно положить паспорт, а в другой телефон. На изнаночную сторону основной детали я накладываю подкладку лицевой стороной вверх и прокладываю строчку, которая соединит обе детали по средней линии. И основную деталь сложила лицевыми сторонами друг к другу и приметала таким образом, чтобы молния немного выступала над основной деталью. После того, как я пристрочила молнию, я ее отверну и сделаю еще отстрочку. Таким образом, срез ткани спрячется под молнией. Кроме того, я сделала еще 2 отстрочки, присоединив деталь подкладки и основной детали в 2 местах. Таким образом, она будет зафиксирована и не будет болтаться внутри. Я проделаю то же самое и на второй стороне. Итак, половинки молнии пришиты. Я сделала отстрочку. Она у меня разъемная. И вот так это выглядит вот с внутренней стороны. Лишние концы сейчас я срежу. И теперь остается соединить боковинки, а швы обработать бейкой. Бейки я выкраивала по долевой, ширина бейки 4 см, можно взять и 3,5, но я люблю работать с беечкой пошире. Но прежде чем сшивать боковые стороны, концы молнии надо скрепить несколькими ручными стежками, чтобы половинки молний не разъехались. Я пришила бейки с обеих сторон. И дальше, чтобы этот уголок получился аккуратным, можно поступить следующим образом. Я оставила длинную нить от машинной строчки и вдела в иголку. Надо заложить бейку с лицевой стороны до среза и на одной линии со срезом отвернуть бейку. И в верхней части сделать несколько стежков вручную. На машинке сделать это неудобно. Буквально несколько стежков. Отрезаем лишнее
Оставшийся припуск отгибаем вот таким образом. Затем подворачиваем на лицо, подгибаем. И у нас получается вот такой красивый уголок. А дальше делаем подгибку и прострачиваем. Но обычно я делаю вот так. Подгибаю верхний короткий припуск и перехожу на длинную сторону. Концы ниток я вдеваю в иголку и прячу внутри изделия. Кончики обрезаю. Использовала оба способа. Вот так выглядит ручной вариант, когда я сделала уголок. И вот так на машинке. И все равно я здесь применила ручной стежок. И вот конверт для документов готов. Можно его назвать и папкой для документов. И предназначен конверт в качестве подарка моей приятельнице. Мне самой работа нравится. Надеюсь, и ей понравится. А всему виной вот этот конверт, который я шила 2 года назад. На канале есть мастер-класс, как я его шила. И я его активно использую, и он засветился в группе, куда я хожу. И несколько человек очень захотели иметь такие же папочки. И, кстати, пока видео монтировалось, я успела сшить еще одну папку и еще одна в работе. Готовую я вам сейчас покажу. А этот конверт я уже подарила, и новая владелица мне призналась, что ей все время хочется его рассматривать. И мне это, конечно, приятно, и это мотивирует. И вот она, следующая, но не последняя папка, сшитая практически по образцу, который вы видели только что, с небольшими изменениями. Рисунок практически в тех же тонах, но картинку в точности никогда не повторить, она все равно будет чем-то отличаться. И согласитесь, приятно, когда твои работы нравятся и они востребованы. Пусть небольшой, но какой-то доход приносят. И мне придется шить еще несколько таких конвертов в этой же технике. Поделитесь, пожалуйста, а вам удается продавать свои работы? И вообще, какое моральное удовлетворение вы получаете от своих работ? Я жду ваших комментариев, ваших отзывов, ваших лайков, если вам нравятся мои работы. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. А я с вами на этом прощаюсь. Я желаю вам здоровья, мирного неба и до скорой встречи.